Так. Ну что, есть связь с внешним миром? Окей, у нас сейчас реклама небольшая стартанула. Пропускаем рекламу. И всем привет. Надо, наверное, немножко подождать. Привет, Альжас. Так, в чате видим. Отлично, всем привет. То есть связь настроили с внешним Да, миром. да, да, да. Отлично. Практически, только я не вижу картинки на YouTube. Альжас, вот все. С небольшой задержкой мы наконец-то пробились. М. Итак, друзья, всем привет. Мы на канале MGC. Меня зовут Игорь. И я вам сегодня с радостью хочу рассказать, что же нас сегодня ждет, что за техтолк. Техтолк у нас сегодня посвящен Spring Boot и интеграции с GraphQL. И его проведет уже опытный разработчик Гунар Лецко. Уже около 8 лет он в разработке и сейчас трудится на благо такого направления под названием e-commerce. Одно из таких самых сложных, можно сказать, по признанию всех наших коллег направлений. Это, конечно, тема спорная, есть и более такие суровые, но, тем не менее, кто знает, что такое кровавый enterprise, они меня поймут. Привет, Гунар! Да, привет, Игорь. Спасибо большое, что меня пригласили. Спасибо большое всем ребятам, кто к нам присоединился. Всем большой привет. Меня зовут Гунар, как Игорь уже сказал. Я head e-commerce тиктоков, и сегодня у нас такая пробная пилотная версия коллаборации. У меня, как Игорь заметил, у меня почти 8 лет в IT, и все эти 8 лет, эти 8 лет я задумывался, а что же в нашей профессии самое такое интересное и самое захватывающее? И на мою мысль это постоянное развитие. То есть новые технологии появляются и меняют правила разработки ПО. И сегодня я вам расскажу о технологии, которая уже меняет установившийся порядок коммуникации между клиентом и сервером, а в скором времени вообще может стать частью почти каждого проекта. Я расскажу вам о GraphQL и о том, как Spring Boot реализует этот подход. Потом мы рассмотрим альтернативные решения, помимо Spring Boot, что еще есть. И в конце концов мы закончим лайв-демо. К концу презентации у вас, у всех слушателей, будет стопроцентное понимание то, что такое GraphQL, и будет понимание, как Spring Boot реализовывает этот подход. Ну и в конце презентации мы, естественно, уделим внимание вашим вопросам, которые вы напишите в наш чат. Итак, но прежде чем мы пойдем изучать GraphQL, я хотел бы немножко отвлечься и перенестись в середину нашей презентации, где мы с вами немножко повзаимодействуем. Ребята, давайте вспомним, почему REST лучше SOAP, и накидайте, пожалуйста, в комментарии именно почему вы считаете, что REST лучше SOAP. Мы это заполним в нашу презентацию, и потом вы поймете, почему именно я уделил внимание этой теме прежде всего. Да, Гунар, очень как бы прикольный вопрос. Я помню еще постоянно на собеседованиях, я не знаю, сколько лет так 5 назад, это было, да, можно сказать, такой популярный. Конечно же, он звучал: в чем разница между SOAP и REST, и в каких случаях один и другой лучше выбирать, для каких типов, так скажем, разработки. И разработчики обычно отвечали, что, у SOAP свои задачи, у REST свои задачи, а вот, так скажем, тренд и то, что мы видим сегодня, может сказать, что все-таки, наверное, REST имеет нечто такое лучшее, что он более стал активный, его активнее пользуют все, кому не лень, так скажем. То есть, если ты куда не придешь в какой-то проект, то обычно он идет по REST и строится. То есть, если мы посмотрим микросервисы, они ж не общаются между собой по SOAP, а в него немножечко, так сказать, REST. Но SOAP всегда есть. Я не говорю, что он совсем плохой, Нет, его нигде нету, да, он есть, вот. он останется, скорее всего, займет определенную нишу и будет за нее держаться. И те, кто реализовали коммуникацию по SWAP и кому лень делать новые интеграции, они оставят так, и их клиенты в любом случае будут использовать.
Ну, Ну, а конечно. так, да, действительно, REST, если говоря языком Mortal Kombat, сделал немножко фаталити СОАПу. Ну, технологии на месте не стоят, и то, что легче, то, что быстрее развернуть, то, что понятнее и не требует дополнительных танцев. Вот как я помню, мы там сгенерили по схемам разные классы дополнительные, вот, и если нужно какие-то изменения внести, то, соответственно, а, обсуждай это и внутри команды, и с заказчиками, и только потом выкатывайся. Ну, много таких всяких было нюансов. Да, Помнишь я такую помню, вещь, да? помню, как мы качали Виздал, подкладывали его в Maven, прописывали плагин, который по Виздалу генерил нам ну, код, точнее не байт-код, код генерил, и мы потом этим кодом пользовались. Это, да, приятное Да. воспоминание. Ну, давай посмотрим, что у нас написали наши зрители. Павел написал, что REST поддерживает разные форматы данных. Ой, да, есть такое. Альжаз подметил, более гибкий, более стандартизирован, более читабелен. Насчет стандартов, ну, конечно же, они есть, но мне кажется, Ну да, flexible, да, ну то есть у ну, то, нас что он более гибкий, это факт. И читабелен, ну, естественно, там ну, более все понятно. А стандартов там, как бы, это же рекомендации, и здесь можно сказать то, что они как бы есть, вот, но если под стандартом подразумевают то, что чему обязательно требуют, без него не заработает, то здесь не так все однозначно. Вот, поэтому к ресту мы слышим такие все часто рестоподобные, такое вот выражение есть. У нас система рестоподобная. Типа взяли за основу рекомендации, как REST построить, и построили нечто, ну, Я даже слышал, такая была, есть подход, когда у кого-то REST не совсем соответствующая спецификации, их называют JSON API. а, подожди, так это разве... Ну да, я тоже слышал Ну, JSON то есть, API. если ты там где-нибудь назвал глаголами URL, Ага, ну, то мы это недавно не уже были, да? рестом назвать тяжело. Ну, отошло, но хотя бы идею управления ресурсами взяли на этом. Ну что, давай пойдем дальше, наверное. А нет еще у нас больше Ну, комментариев? больше пока нету комментариев. Давай добавляй свои тогда. Ладно, я тогда думаю, что все согласятся, что у нас у REST есть различные HTTP методы. Я думаю, тут никто не спорит. HTTP-коды — это по-любому респонс-коды. Надеюсь, респонс правильно написал. Всегда тяжело без автокорректировки. То, что у нас различные урлы, это тоже есть различные урлы, есть формирование урлов, то есть э, URLs, ну, различные форматы поддерживает, да, коды. Ну, давайте пойдем дальше. В принципе, Я я добавил, я бы это добавил самое главное основное. еще, Гуннар, если можно, Давай, легковесный конечно. Lightwell и быстро применяется, быстро расширяется. И да, и lightweight. Мгм. За счет того, что у нас нет четкой схемы LS какой-нибудь, вот это. Да, за счет того, что у нас мы не зависим от схемы, от От контракта, который... VSDL типа такое. VSDL. Less даже. Вот так вот сделаем в скобочках. Ну да, если мы именно с А, СОАПом сравниваем. Ну, все-таки, Ну, да, это хорошо. принцип и протокол. Ну, то есть это одни из таких тоже важных вещей. Ну, все, сорян, продолжай. Да, давайте продолжим. Так что же такое GraphQL? GraphQL — это query language для API, который помогает клиенту решать, какие данные он хочет получить с сервера. То есть, если в обычном росте мы делаем запрос, и там уже, как на сервере написали объект, такой он тебе и вытянется, то тут клиент отправляет на сервер список полей в объекте, который он хочет видеть, и сервер ему возвращает только эти поля. Это было разработано технологией Facebook в 2012 году, и, к нашему счастью, в 2015 году она стала open source. И чтобы понять, насколько это полезная и важная вещь, GraphQL, можно просто вниз посмотреть. У меня внизу здесь мышкой я покажу основные как бы контрибьюторы и консюмеры GraphQL. Это GitHub, Pinterest
всем известная Coursera, на которой, ну, то есть учатся, здесь есть множество. Если сравнивать с REST, то у REST есть различные HTTP-методы, которые говорят, какая операция будет происходить. У нас же в GraphQL есть тоже различные запросы, то есть есть query, это аналог get, который получает данные. Мы используем query для того, чтобы получить какие-то данные. Mutation – это для создания либо модификации данных, то есть это post и put аналоги в росте. И subscription. Subscription используется для веб-сокетов, long life communication и тому подобное. Какими же клиентами тестировать GraphQL? Ну, тут на самом деле множество. Я выписал самые популярные. Это Insomnia, это GraphQL. Между прочим, сделаю сразу ремарку, что в SpringBoot интеграции с GraphQL поднимается по умолчанию. То есть сразу у нас есть UI, которая нам позволяет тестировать наш API. И Postman тоже теперь поддерживает GraphQL. Если еще года 3-4 назад я не помню, чтобы была поддержка, то сейчас 100% есть и можно использовать. Что же такое GraphQL и с чем его едят? Краеугольным камнем GraphQL является схема. В схеме есть predefined типы. Это int, string, float, boolean. И давайте сразу взглянем на проект. И я открою схему. Вот как выглядит. То есть у нас есть обязательно, вот помните, я вам говорил, есть тип query запросов. Это query запросы. Здесь мы их перечисляем. Имя запроса orders, тип order. Можно описывать кастомные типы. Вот также и описываются кастомные типы. По умолчанию все поля являются nullable. То есть для того, чтобы сделать его обязательным, надо поставить здесь такой восклицательный знак. Вот, так мы будем показывать, что это поле обязательное. Если же мы хотим сделать массив, указать, то видите, здесь есть квадратные скобки. Также описываются мутейшены. Есть такой тип для модификации. Ну что ж, продолжим. Параметры. Мы можем передавать на любом уровне в GraphQL запросе параметры. И по этим параметрам может производиться фильтрация. Дальше, когда мы вернемся к этой теме, и я покажу на лайв-примере, как параметры работают. Типы объектов. Типы объектов есть два. Есть type, это output объекты, которые нам возвращаются. И есть input, это input объекты. Они выглядят абсолютно одинаково. То есть если мы вернемся здесь, вот это input, а это type. И у вас может быть такой вопрос, а зачем нам два сразу? И тут я хочу отметить, что я вам говорил про параметры, то есть здесь мы можем написать какой-нибудь type ID и сделать его параметром ID-шкой, и все будет хорошо. Но в инпуте такого делать нельзя. То есть инпуты не воспринимают параметры, потому что они и так являются входящими параметрами в другие query. Поэтому GraphQL разъединил тайпы output объекты и input объекты. Так, и мы вернулись к нашим слайду, который мы с вами заполняли в начале. Запомним, обратим внимание, что у нас есть разная поддержка разных форматов, более гибкие. Есть HTTP-методы, response-коды, урлы, lightweight, schemaless. И сейчас мы придем к слайду, на котором описаны преимущества GraphQL над REST. Но этот слайд я специально взял, все преимущества переписал с определенного сайта, чтобы мы с вами подискутировали, а действительно ли оно является преимуществом. Двигаемся. Есть схема, и мы можем легче тестировать и производить интеграции какие-то, так как у нас есть схема. Спорный вопрос. С одной стороны, да, я согласен, но с другой стороны, мы возвращаемся к тому же SOAP, что прежде чем нам что-то добавить, нам надо добавить это в схему,
потом нам надо добавить это в код. То есть, да, no need to не надо как бы волноваться насчет того, какой HTTP метод использовать, пост или put для создания объекта, или патч вообще для обновления какого-нибудь, или put. И не надо заботиться, какой респонс-код, 201, 204, 202, либо 200. То есть Ну, да, говори. получается, Гуннар, то, что мы с тобой недавно обсуждали, преимущества условно реста, то, что нам нравилось, да, теперь становятся его же недостатками, и то, что было в соупе преимуществами, резко стало классным. Звучит Ну так. да, история как бы цикличная, и когда я увидел, я на многих сайтах замечал вот эти вот и выписал основные преимущества, которые расписывали. И если среди нас есть люди full stack или front-end девелоперы, я думаю, они бы яйцами забросали людей, которые придумали второй пункт. Потому что как раз-таки HTTP методы и респонс-коды очень важны для фронтенда. Третий, и по мне, является самым неоспоримым преимуществом, и перед этим я действительно снимаю шляпу. Клиент решает, что получать. Я согласен, это Это абсолютное круто. преимущество. Да, Это это гибко, и нам уже здесь не надо надеяться на то, что вот как они там отдают, там так и будет. Мы сами можем решить, что мы хотим. Это именно. круто. И один URL для многих операций. Ну, в документации надо писать меньше. Что я могу сказать в комментарии? Да. И как раз этот мемасик, который вызывает негодование, вызвал негодование у меня, когда я листал э, эти сайты, где были описаны GraphQL преимущества над REST. Да, друзья, а вы, пожалуйста, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, вот как вам то, что вот является ли оно действительно преимуществом или все-таки как-то странно? То есть, ну, ваши мысли по этому поводу. Да, Действительно было бы advantage интересно. или так себе? Или маркетинговый ход за уши притянутый и новая технология, которая, ну, в принципе, удобная. Да, и как бы тут картинка, где можно утверждать, что на самом деле GraphQL под собой является JSON, адресом, который, SOAP, точнее, который манипулирует JSON и занимается Сбой. клиент-фильтрацией. И, между прочим, чтобы у вас было детальное понимание, что такое GraphQL, давайте я вам покажу один простой пример. Я подготовил пару запросов. Сейчас мы особо на структуру запросов не будем уделять внимания. Так выглядит GraphQL запрос. Это спрингбутовый GraphIQL реализация, про которую я говорил. То есть мы выполняем запрос, получаем ответ, да. Но под собой GraphQL является ничем иным, как обычным постом, который стучится на URL, и в query мы пишем GraphQL query. То есть это обычный пост, и если мы сделаем запрос, то мы увидим, что мы получили точно такой же респонс. Я даже сделаю респонс побольше, чтобы мы получили. Видите, абсолютно такой же, как и мы получили здесь. В общем, то, как оно есть. Двигаемся дальше. Spring Boot реализация с GraphQL. Хочу отметить, что текущая версия еще является экспериментальная. Это не официальный релиз. И я уже сталкивался с тем, что они обновляли свои библиотеки, и у меня не работало. Кое-что пришлось возобновлять. Но в Spring Boot есть два главных хендлера, которые отвечают за GraphQL. То есть это GraphQL HTTP хендлер и GraphQL WebSocket хендлер. Один делает HTTP запросы, это mutation и query, а второй subscription, то есть веб-сокеты. GraphQL реализация в Spring Boot сделана на основе реактивного программирования, но не обязательно то, что вы должны писать свой сервис, если вы хотите использовать GraphQL на реактивной Java. Нет, не обязательно использовать WebFlux. Есть синхронизация с помощью thread local'ов, которая позволяет обычный Spring MVC строить на основе GraphQL. Базовые аннотации. Базовые аннотации я предлагаю рассмотреть детальнее на примере. Я написал сервис.
сейчас покажу вам Gradle. Это мой билд-тул, который я выбрал. Вот, это главный стартер GraphQL. И вот главный стартер тестов на GraphQL. Также надо, естественно, чтобы это было веб-application, вам надо веб сделать, чтобы был какой-нибудь сервачок, там Tomcat, неважно. У меня еще есть Flyway, H2 встроенная база, GPA-шка. Хочу заметить, что вот это Spring Web Flux надо все-таки добавлять в тест implementation, потому что они пока не допилили, и это был такой баг. То есть у меня не запускались тесты, писало, что не может найти бин, и пришлось добавлять Web Flux, и тогда оно заработало. Как же выглядит контроллер? Контроллер выглядит очень просто. Помечаем его аннотацией контроллер. Обратите внимание, что это не MVC-шная, это стереотайповская аннотация. Потом у нас дальше идут аннотации над методами, которые являются маппингами. Ну, то есть схема маппинг. Схема маппинг – это, если сравнивать с Spring MVC, это является абсолютной аналогией request маппингу. Ну и, как вы понимаете, есть query маппинг, есть mutation маппинг и есть subscription маппинг в соответствии с различными типами запросов в GraphQL. Если мы зайдем в реализацию этой аннотации, то вы увидите, что вот это, грубо говоря, схема маппинг с типом query. То есть если мы напишем вот так вот, то ничего не поменяется. Ну и в name или тут в филде мы пишем, какой именно запрос у нас используется. То есть вернемся к нашей схеме. У нас query mapping, то есть у нас идет в query, в type query. И в query есть field orders, то есть name query является orders. Возвращаемся к нашему контроллеру. Вот он orders. Давайте перейдем к нашему примеру и посмотрим получение ордерсов. Как я вам сказал, мы можем фильтровать, и клиент говорит, так, мне не надо placed at. Знаете что, я и без него обойдусь. Раз, и пропало. Потом думает, нет, мне все-таки не надо ID-шка. ID-шка лишняя, а вот placed at давайте вернем. Мы удаляем ID-шку, делаем запрос, смотрим, здесь есть ID-шка, делаем запрос, нет ID-шки, спряталась. Точнее, мы ее не получили. И это очень хорошо, потому что так мы уменьшаем нагрузку на сеть и уменьшаем размер данных, которыми мы передаем из клиента серверу. Также можно получать аргументы. То есть при добавлении mutation маппинге, вот у нас, например, и при аргументы при query. Я вам обещал, что я покажу, как передавать в схеме параметры. Давайте посмотрим. У нас в контроллере сейчас... Так, не надо мне никуда ничего перемещать. Это у нас order state и ордерсы. То есть мы заходим в order state. У нас есть order state, он возвращает order state. Order state – это кастомный тип, который я описал. Вот здесь мы описываем, что мы принимаем какую-либо ID-шку, и мы хотим, естественно, это увидеть. Так как я запускал в обычном режиме, вы не увидите ID-шку. А если запущу в дебаге и поставлю breakpoint на нужное Так, мне место, пока оно стартует, давай еще, пока далеко не убежали, у нас есть вопрос от Максима. давай. А, Запросы игнорируют ли регистр? То есть запросы получаются у нас не case sensitive. Сейчас посмотрим. Давайте проверим. Вообще, я на самом деле не задумался. Должно быть не case sensitive. Но никто нам не мешает это проверить сейчас. Сейчас узнаем, Максим, экспериментальным Да, путем. ничего лучше нету,
чем попробовать что-то и спотыкнуться на этом самому. Стартует предложение достаточно быстро, в районе 10 секунд. Ну, в дебаге немножко Ну, медленнее. возможно, потому что оно очень легкое, и это не кровавый enterprise еще, поэтому. Да, давай здесь сделаем ID таким. Видишь, не case sensitive. Оно подсказывает даже. Мгм. То есть, если мы здесь выполним, то оно... Да, то есть оно подсказывает сразу, что оно не case sensitive. Да, Максим, то есть уже даже экспериментальным путем мы сразу же нашли, Показали, и нет да, ничего лучше, чем увидеть это воочию. на практике, запомнится сразу же. Так, и теперь мы берем наш order state запрос, сюда его вставляем, и так как у нас не было в ордерсах не было, здесь мы должны указать, что у нас ID-шка равняется, допустим, 8, хорошо? Мы делаем запрос. Вот наш сработал breakpoint. Видите, аргумент, аннотация аргумент мы повесили. Вот наша ID-шка, которая пришла восьмеркой. Теперь мы немножко отойдем. И смотрите, можно делать маппинг между объектом и схемой абсолютной. Здесь я использовал Java 15, не пугайтесь, если кто-то не понимает, что такое рекорд. Рекорд – это mutable final class, у которого все поля private final, и есть только геттеры и конструктор со всеми аргументами. Вот, поэтому можно делать полностью маппинг. Вот, например, смотрите, у нас есть ID-шка у ордера, name, state, order state, продукты и placed at, да. И если мы посмотрим, как я сделал в схеме, у нас тоже есть ID-шка, name, state, order state, placed at и продукты. А можно делать не совсем неполную матчинг. То есть, если мы перейдем к order state нашему, order state, объект содержит только ID-шку и имя. А в схеме order state, как я и показывал, у нас содержит еще ордерсы. И тут у вас вопрос, а как мы получим эти ордерсы? И, естественно, мы перейдем в контроллер. И есть такая, как схема маппинг универсальная, которая является ну, таким аналогом request маппингу. И тут мы указываем, что type order state и field orders вызывается. То есть у нас для каждого order state будет вызываться этот метод для того, чтобы получить ордеры. Видите? И поэтому мы вызвали, и у нас будет F9, второй раз вызываться для второго order state и третий раз для третьего order state вызываться. То есть 3 раза вызвали и один раз вызвали query, для 3 разных order state будет вызываться этот метод для получения order ID. Те, кто работали с Hibernate, скажут, а это не n+1 случаем, попахивает как-то стрёмно. Но я вам говорил, что реализация GraphQL в SpringBoot сделана с помощью реактивного программирования. То есть самая длинная операция у вас будет занимать, ну, то есть время всего вот этого запроса будет занимать время самого длинного запроса, который из подзапросов. То есть все будет в параллели. В общем-то, это все аннотации, которые я хотел показать, как на predefined типы в GraphQL в схеме, так и на input объекты вешается одна и та же аннотация. Теперь двигаемся дальше. Error handling. Очень важная тема, она нужна везде. И тут мы воочию посмотрим, как реализован error handling и увидим, что используется WebFlux. Самым главным интерфейсом здесь является Data Fetcher Exception Handler. То есть мы зайдем, Data Fetcher Exception Handler. Вот он. Ну и, естественно, у него есть реализации. Есть реализация GraphQL простая, и есть реализация спринговая.
Как видите, спринговая реализация имеет в себе список data fetch exception резолверов. И вот он самый главный момент, hand exception. И здесь вот webflags мы итерируем по всем резолверам и вызываем их метод. То есть, если мы перейдем, здесь есть, ну, в общем-то, реализации не надо. То есть вам надо для того, чтобы сделать свой error handler, вам надо именно вот этот вот data fetch exception resolver заимплементить метод и override, ну, реализовать resolve exception. Так происходит error handling. Какие у нас еще есть возможности? Тестирование. Конечно же, нам надо тестировать. И с тестированием мы переходим к нам сюда. У нас я написал тест. Из новенького здесь это первая аннотация, GraphQL тест. Это что-то аналогично WebMVC тесту, то есть поднимается контекст, но поднимается не целиком. Если мы посмотрим документацию, поднимаются контроллеры, конвертеры, ну и JSON-компоненты, то есть перегонять JSON-ки в объекты, объекты в JSON-ки, конвертировать там в entity, валидация какая-то можем. И мы указываем, какие контроллеры в value, как видите, должны быть или controllers. Ну и можно по дефолту, то есть это дефолтовый, я указал контроллер, который мы реализовали. Также хочу отметить очень важный объект GraphQL тестер. С помощью него вызываются контроллеры, и мы можем получать объекты. И дальше, как я и показал, здесь мы получаем ордерсы, получаем ID-шку ордерсов, name ордерсов, и потом по XPath мы достаем name ордерса и его сравниваем. То есть я замокал сервисы, замокал поведение, и давайте запустим и посмотрим, как работает. Да. Сегодня скорость не конек моего компьютера, но, видите, тест прошел, то есть запрос отправился, респонс по XPath достали и посравнили, что он содержит тот order name, который я описал. Тестировать, в принципе, тоже не тяжело. Какие же у нас есть альтернативы? На самом деле альтернатива есть, и она реализована компанией, которая была пионером в микросервисном мире. Это Netflix. Netflix первая сделала, и у Netflix концептуально другой подход. Если здесь я, как вы заметили, все строил вокруг схемы, то в Netflix наоборот. Вы описываете объекты, стравливаете аннотации, и они уже генерируют схему на основе ваших объектов. Так Ну, делает Netflix Netflix. немножко под себя адаптировал и, ну, так скажем, чисто для себя сделал какие-то улучшения. Ну, конечно, они сделали это и первее, ну и как бы сами сподвигли. На самом деле это очень классно, это показывает, что когда есть конкуренция, то каждая компания пытается как-то реализовать быстрее, что-то ухватить, и отвечать надо. И вот Spring ответил таким образом, как я вот и показал вам сегодня на этой презентации. Также я хотел бы спросить, задать вам вопросы, ребята, а как думаете вы, где было бы полезно использовать GraphQL и использовали бы вы его у себя на проекте? Напишите, пожалуйста, в чат, в стрим. Да, вот, кстати, тоже и отличный вопрос, чтобы, допустим, когда ты сам себе будешь вот опять проект какой-то стартовать, или тебе придет супер бизнес-идея, и надо будет тебе что-нибудь сделать. Что выбрать? Пойти классическим рестом, или же можно уже все-таки GraphQL именно использовать? Хотя, с другой стороны, знаешь, Гуннер, пока не попробуешь, сложно понять все адвантажи. И если это для тебя такое вот все новое, и ты вот еще не испытал этой боли, там, знаешь, вот с рестом-то мы уже все знаем, там, да? А Stack вот с Overflow в GraphQL. помощь. Тут да, тут да, тут да, тут еще комьюнити не такое большое. Да, ну, видишь, Netflix же все-таки под свои нужды, опять-таки, его улучшило, начали, да, и Да, доказали то, что именно GraphQL имеет право на существование и использование в таких огромных проектах.
Ну, кстати, Netflix, я даже не знаю, это не только огромный проект, это просто какой-то колоссально огромный. То есть конкуренты кто у него? Amazon будет, да и то, чем Мегаго немножко из, Amazon немножко про другое. да, да, если из СНГшных, то это Мегаго, ну и тоже так, около нетфликсовский конкурент, учитывая уровень контента Нетфликса и Да, ну и уровень опять-таки стримов. микросервисы тоже. Не было Да, бы Netflix, пошли бы они в мир именно с такой же вот популярностью или бы не пошли бы? Ну, все бизнес диктует, точки. Главное, чтобы люди понимали, которые втаскивают себе это в проекты, что технология или архитектура, или еще что-то, оно нацелено на решение каких-то определенных узких, задач, может быть, да. И не обязательно это втаскивать, может быть, оно просто-напросто и не надо, в данном таком вот случае. Поэтому здесь везде свои нюансы. Надо понимать именно, для чего ты его используешь. мгм. Да, абсолютно согласен. Ну, вот ты приведи примеры. Я пока смотрю, что у нас не совсем много комментариев на эту тему. Наверное, все задумались, Э, пошли читать Stack Overflow. На Предложи свои самом, варианты. на самом деле я бы, наверное, использовал его, если бы у меня был большой проект, но который, ой, не проект, объект, но который был бы такой с lazy loading. То есть нам не надо было сразу все подгружать, вот как я показывал с order state и ордерсами. И если надо, то мы сделаем дополнительный запрос и получим. А если не надо, мы не будем это делать. И оно бы действительно там, у меня было бы вот куча разных клиентов. Десктоп, мобилка, браузер, что-нибудь еще. И, например, для мобилки не надо столько, сколько надо для браузера. А для этого планшета надо больше, чем для мобилки, но меньше, чем для Мгм, браузера. И тут как раз-таки тебе не надо создавать 3 endpoint, ты создаешь одно. Один endpoint и все. Ну, как мгм. бы Ну да, и классно же. параметрами дальше уже взаимодействуешь, да-да-да, просто уже на сервере, дополнительная реализация. А в твоем текущем проекте есть GraphQL? Да, у меня есть GraphQL, только, к сожалению, я не как поставщик GraphQL, а как контрибьютор. То есть я Мгм, интегрируюсь с third-party system, и она как раз-таки предоставляет GraphQL API, и там тоже вот про то, что я и говорил, большой тяжеловесный объект, и ты уже сам решаешь, насколько тебе надо этот объект. мгм, мгм. Ну, а как вот, допустим, если был бы старый добрый REST, может быть, GraphQL здесь избыточный на твоем проекте или, наоборот, зашибись то, что он есть? Нет, на самом деле хорошо, что он есть, потому что не все надо то, что я, например, хотелось бы. Мгм, Ну, то есть предоставляет тот сервис, third-party сервис, с которым мы интегрируемся, гораздо больше, чем мне надо. А, И у него, на самом деле, у этого third-party сервиса очень много клиентов, которые могут хотеть что-то больше, чем я. И под меня одного писать API, тестировать модельки, регрессии зачем? мгм, Ну, то мгм. есть это все занимает, кажется, ну что там написать API, там за спринт справишься, а протестировать это все, на всех environment'ах прогнать, ну, то есть это займет достаточно разработки. А если есть GraphQL, то ты можешь просто взять и ничего не реализовывать. Оно будет сразу же доступно. Да, Слушай, блин, вообще, ну, с моей точки зрения, это просто очень такой мощный плюс, потому что то, что ты описал, оно относится к стратегии габричевания, и в больших интерпрайзах, ну, все строго придерживаются определенной стратегии доставки в продакшн. И GraphQL, получается, может быть такой вот обходной маневр для да, получения надо быстрее фича, данных. надо фича, ну возьмите, вот у нас уже все готово. Мгм. Прикольно, прикольно. Вот, Альжас добавил нам комментарий, что, мне кажется, или фильтрация ненужных полей происходит в рантайме, и за счет этого дополнительное время на фильтрацию, или я не прав. То есть в Да, рантайме да, мы на самом фильтруем. деле, да, если рассказывать, как идет, хендлеры, есть слой интерсепторов, которые и занимаются этой фильтрацией. Да, но так оно уменьшает трафик. То есть из базы данных, скорее всего, мы достанем, если у нас полностью маппинг схемы на полностью маппинг объекта, и объект иго инициализируется, то есть достается целиком, то тогда, да, у нас с базой данных у нас нагрузка не уменьшается, у нас уменьшается нагрузка только на трафик и респонс.
То есть, Ну, я что-то такое припоминаю, знаешь, что когда работал на одном микросервисном проекте, у нас был Ignite. И мы долго думали, что же нам лучше, где использовать ордеринг. В результате, после многих тестов, мы пришли к выводу, что in-memory, оно все же быстрее и выгоднее нам делать именно in-memory, чем напрягать базу данных. Но это был тот самый у нас нюанс. Может быть, не сильно Ignite был оптимизирован, или у нас не было хорошего понимания. Все-таки тогда это была новая технология, ее там одноклассники вроде бы пушили очень сильно, и, соответственно, наш клиент решил взяться за нее. Вот. Как сейчас, возможно, там это все пофикшено, Ignite уже сам себе будет быстрее данные сортировать, но на тот момент, да, in-memory. Возможно, GraphQL решил быть очень, так скажем, не ориентироваться на то, что под ним лежит, а, ну, самостоятельно все на сервере делать нужные операции и возвращать. Хотя машины же мощные нынче. Чего уж да, тут мелочиться. Интересно, да-да-да. кстати, вот как будет, хотя вот Netflix же справляется, да, несмотря на кучу микросервисов, везде in-memory получается сортировкой у них, и они не загибаются. Не загибаются. И я, как, честный юзер "Нетфликса", скажу, что только один раз за год у меня был "упс". Ну, Так что это, в принципе, достаточно хорошо. ну, в Netflix еще много дополнительных таких вещей, как прекэширование данных, и это у них отдельные, даже не знаю, команды занимаются для того, чтобы у нас сразу же, как только загрузился, у тебя уже непосредственно для тебя в кэше лежали данные, и уже быстрее отдавались в их сиденье. А вот еще интересный вопрос от Олега. А что с security и GraphQL? Допустим, роль юзер и админ. Юзер не должен манипулировать, а лучше вообще не видеть сущности, с которыми взаимодействует роль админ. Что с security? Как ты думаешь? Я помню, была security, глава в документации. Там есть, по пермишенам, как вы видели, то есть если вернуться, давайте посмотрим, контроллер, опять же. То есть если мы, допустим, у нас есть один объект, да, вот взять же тот же order state с ордерсами, которые я показывал, то есть и у нас мы хотим запретить какую-то часть объекта выдавать определенным юзерам, да. То есть я бы сказал так, что, ну, здесь на схема-маппинге, скорее всего, будет... у меня здесь не подключено стартер security. Короче, вот здесь вот будет вот именно privilege. э, Я так и знал, что я неправильно напишу. Ну ладно, давайте напишу слово, которое я хотя бы точно знаю, как пишется. Roll check. Так, ну просто Spring Security аннотация сюда повесится, и то есть это поле не будет выдаваться людям, которые не имеют на него права. Как вы видите, здесь я из влинок указал GraphQL.org, это документация на GraphQL, это спрингбутовая документация, спринговая точнее, на реализацию GraphQL. И тут третья статья, это статья про на медиуме про альтернативу GraphQL. Вот, это нетфликсовскую. Игорь, подскажи, есть ли у нас еще какие-нибудь вопросы? Да, вовремя ты спросил, потому что к нам от Вайпера поступил вопрос. А если я, как клиент, не знакомый со схемой в GraphQL, хочу запросить все поля, не перечисляя их в запросе? То есть get all, ну просто Нет. вот дай мне все. Тут, к сожалению, нет. Тут вот давайте я сейчас и покажу. Ну, нам же интересно. То есть, если мы укажем orders, например, и не захотим указывать, какие поля в ордерсе, просто order, то оно, видите, подчеркивает. То есть, оно нам не даст. GraphQL вытаскивает схему к себе, ну, то есть клиенты, даже если Insomnia открывать, то Insomnia тоже предоставляет определенно, она вытаскивает схему к себе и показывает, какие надо поля. Вот, ты вбиваешь URL, и оно показывает, какие поля нужны. То есть какой объект. Видите, мы не можем просто так показать orders, и если мы запустим, оно просто выдаст нам ошибку. Оно сейчас нам выдаст ошибку, потому что я не запустил. Простите, бывает. Сейчас запустим. Ну, вот видишь, то, что условно минусы. Если у нас в ресте, благодаря Hitos, то, что мы настраиваем, можем подсказывать клиенту,
что нужно сделать, чтобы получить те или иные данные, то с GraphQL чуть-чуть посложнее, я Да, так ну понимаю, в этом смотри, но плане. ты же не сможешь, допустим, ты получаешь гитом, и у тебя есть какие-то обязательные query параметры. Если ты их не знаешь, ты тоже ничего не получишь. Если ты постом, ну, допустим, мы возьмем такую ситуацию, с которой иногда сталкиваются люди на проектах. Вот, кстати, запустилось. Сейчас получим ошибку, видите? Которые люди сталкиваются на проектах, это когда у тебя очень большие много query параметров, и они могут вылезти за максимальную длину урла, и ты делаешь get по посту методу, фетчишь дату по посту методу, да. Тогда тоже, пока ты не будешь знать данных, пока ты не будешь знать респонса, и если у респонса есть required поля, то ты то же самое, ты будешь натыкаться на то, что ты будешь клевать носом. Мгм. В принципе, весомый аргумент. Да, просто боль интеграции, она такая. Боль интеграции, да, в коммуникации, помимо того, что надо еще просто подсоединиться. Окей, если что-то непонятно ответили, пожалуйста, напишите в чате. Да, пожалуйста, дайте знать, если где-то непонятно ответил на вопрос, постараюсь перефразировать. Если Мгм. есть еще вопросы, тоже задавайте. Да, друзья, пока вы думаете, задавать вопросы или не задавать, я вам подсвечу один такой вот интересный факт. По статистике нашего канала MGC нас очень много смотрят без подписки. А это означает, что нотификации про интересные ивенты или же информацию о том, что мы сейчас готовим, наши зрители не получают. Поэтому, чтобы не пропустить полезное какое-нибудь видео обучающее или не только обучающее, обязательно проверьте, подписаны вы или нет. И подпишитесь, не Да, задерживайтесь. subscribe и сделайте как батюшка в воскресенье, ударьте в колокол. Да, subscribe и бейте в колокол, да-да-да. Ну и да, еще пользуясь, у нас немножко времени есть, хочу анонсировать то, что 20 декабря у нас будет не совсем технический толк, но тем не менее очень интересный. Мы на основе поля чудес готовим развлекательный развлекательный стрим, в котором, ну, как в поле чудес, мы, собственно, и будем на айтишную тематику разыгрывать игры и призы, и задавать соответствующие вопросы. Должно быть интересно. По крайней мере, мы очень стараемся. Поэтому или подпишитесь, или занесите себе в календарь, что 20 числа с нами надо провести время. Окей, я вопросов больше не вижу. Гуннар, есть у тебя что-нибудь еще интересное добавить, рассказать? Нет, я скажу тільки дякую за увагу. Все, всем большое спасибо за внимание. Да, шановне панство, вельмі было цікаво. І тебе, Гунар, великий дякую за то, що ти таку цікаву тему нам показав. Все, Все, всем счастливо. счастливо, друзья, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.